Всем привет! Это SPL Lab, и сегодня мы продолжаем серию образовательных видео по программе Measuring Center для Windows. И сегодня мы разберем уже такие более профессиональные вещи. Это создание собственных соревновательных лиг и редактирование печати дипломов. Запускаем программу. Мы видим, что у нас вот здесь вот сразу в польских лигах большое количество различных иконок. И сейчас мы посмотрим, что это вообще такое и что находится внутри. Ну, допустим, вот откроем популярные соревнования АМТ. У нас открывается измерительный режим, и мы здесь можем выбрать, соответственно, класс участника, который нам нужен, к которому мы хотим готовиться. И когда мы его выберем, у нас автоматически загрузятся настройки измерительного режима. То есть, фактически открыв одну вкладку, мы можем переключаться между различными режимами измерений и готовиться под нужный нам класс. То есть, по сути дела, лига — это набор заранее сконфигурированных режимов измерения, будь то замер давления, АЧХ, громких фронтов, все что угодно, все измерительные режимы, которые у нас есть в программе, базовые, мы на их основе можем сделать собственные классы, сделать перечень таких классов и заключить их в одну лигу. Для того, чтобы сделать собственную лигу, не нужно покупать каких-то дополнительных программных модулей. Все это доступно в обычной, в базовой версии программы. Значит, по поводу одной настройки сейчас сразу вам покажу. Вот здесь вот мы можем указать название папки, в которой у нас будут лежать лиги. Иногда так бывает, что нужно распределить разные лиги по разным папкам и переключаться между ними. По умолчанию мы используем папку Leaks программы. Вот, открываем ее, они здесь все лежат. Соответственно, мы можем сделать еще одну папку, написать ее название здесь и переключаться. Программа будет работать только с этими лигами. Это удобно, если их количество большое. Мы будем использовать папку по умолчанию. Нажимаем здесь плюсик. Вот у нас открывается первоначальное окно создания лиги, мастер создания новых лиг. Что мы здесь видим? Вверху мы указываем название лиги. Ну, допустим, SPL Lab. Здесь мы указываем пароль. Он опциональный, его можно не указывать. Если пароль будет указан, то никто не сможет внести изменения в эту лигу и посмотреть, что там внутри. Если указан пароль, то можно будет исключительно только в ней замеряться. Ну, давайте ее пока не будем запараливать. Далее. Лого. Выбираем картинку любую. Ну, естественно, я выберу SPL Lab. Здесь можно вручную указать масштаб. Здесь можно указать метод масштабирования, выбрать оптимальный, там, ну, в общем, поиграться. Выберем оптимальный. Здесь алгоритм сглаживания тоже под разные картинки по-разному. Соответственно, мы смотрим, мне вот нравится, чтобы здесь было резче изображение. Здесь мы указываем имя главного судьи или владельца лиги. Здесь можем какие-то указать другие контактные данные. Вот, значит, с этим все. Переходим дальше к самому главному, к созданию своих классов. Мы видим здесь выпадающий список, в котором указаны все режимы, на основе которых мы можем сделать свои классы. Ну, допустим, начнем с режима SPL. Замер звукового давления на синусе. Выбираем режим, пишем название класса, SPL, допустим. Указываем время замера, ну, 30 секунд. Указываем, до скольки цифр после запятой округлять, до одной цифры или до двух. Ну, для соревнований лучше до двух. Указываем перечень оборудования, доступных для замера. Если какое-либо оборудование здесь выбрано не будет, то лига не разрешит замер в этом классе. Ну, оставим все какие есть. Здесь можно поставить галочку «Коллекционный класс». Для обычных замеров это не актуально, но если
проводить замеры с использованием Event Mode модуль, это программный модуль для проведения соревнований со статистикой, то если установлена эта галочка, после замера в этом классе он будет считаться квалификационным, и судье будет предложено выбрать уже боевой класс у этого участника. Пока не будем устанавливать. Удержание пика. Соответственно, та же самая, что у нас галочка в режиме удержания пика, ставим, что он включен. Ограничения по частоте. То есть это у нас уже пошли вот настройки самого режима SPL. Ну, ограничим до 60, допустим, Гц. Чтобы он у нас определял пик. То есть, если частота пиковая будет, пиковой составляющей превысит вот этот установленный 60 Гц, то у нас будет невалидный замер. Количество допустимых к замеру каналов. То есть, сколько можно на соревнованиях на наших использовать каналов одновременно. Ну, можно и до 4. Тип калибровок, то же самое, что в режиме, как мы устанавливаем эти настройки. Ну, ставим, допустим, классик. Счетчик тонов. То же самое, все настройки, что я рассказывал в режиме SPL. Ну, допустим, не будем его использовать. Целевая частота, целевой коэффициент тоже не будем использовать. Далее у нас идут настройки гибридного режима. У нас может быть вместе с SPL гибридный режим, это PVR и SQL. Тут мы смотрим, здесь у нас идут настройки для PVR, какие у нас, то есть постоянный, переменный ток, мощность полная, активная, удержание какое нам нужно. Вот здесь важно, у нас идут лимиты по мощности, то есть от и до. Соответственно, если нам нужен какой-то лимит мощности в классе, допустим, до 2 киловатт, мы должны здесь указать 2 киловатта. Если нам нужно нестандартное значение, какое-нибудь 2025, мы вводим это значение от руки. То же самое с минимальным диапазоном. Далее у нас идут настройки расчета площади динамиков. К этому мы вернемся уже во время работы с Event Mode модуль. Здесь сейчас нас это не интересует. Оставим их пустыми. Вот. Все. Мы настроили режим. Нажимаем кнопочку Add. Все. У нас появился новый класс под названием SPL. На основе режима SPL мы можем также его редактировать, обратно вернуть. Можем добавить, допустим, SPL 2. И делаем кнопочку добавить. Вот у нас уже два таких вот режима. Ну, давайте еще для примера добавим какой-нибудь нестандартный класс, допустим, на основе режима PVR. Допустим, мы только измеряем мощность усилителей в течение 30 секунд с округлением до 2 цифр, до 4 каналов. Вот, и здесь мы можем указать зависимости, это уже идут настройки режима PVR, конкретно по всем 4 каналам, как у нас будет, то есть, допустим, мы можем там даже измерять КПД, то есть потребление по постоянному току, выход, и для второй пары усилителей точно так же. Здесь можно указывать настройки удержания, ну то есть, по сути дела, здесь мы настраиваем режим. Назовем его Power. Добавляем. Также, допустим, нам нужно измерить фронты. Выбираем SQL, называем режим фронт. Указываем также замер, округление, какое у нас идет дробление по октавам, ограничение для того, чтобы делать фронт рейс. Ну, допустим, 105.99. Также у нас SQL может быть гибридным. Ну, мы в данном случае не будем указывать, что у нас гибридного режима здесь нету. Диапазон по частоте ставим с 300 до 15, допустим. Вот так вот у нас будет. Также нажимаем Add. Вот у нас получилось 4 класса с этими названиями. Мы можем менять их положение. Также можем удалять, добавлять, редактировать. Есть следующий нюанс. Если у нас в лиге есть класс на основе режима PVR, то остальные классы у нас будут недоступны. Это такая программная особенность. Поэтому, если нам нужно измерять их вместе, то нам нужно сделать просто 2 лиги. В одной мы будем измерять классы чисто
мощности, а в другой все остальные. Поэтому сейчас, чтобы у нас были доступны все классы, я вот этот класс Power убираю и сохраняю. Далее открываем нашу лигу. И что мы здесь видим? Вот наши здесь классы, вот он список. Мы выбираем любой из них. И у нас сразу же сюда подгружаются все настройки режима, которые у нас были указаны при создании класса. Мы можем проводить замер, соответственно, если нам нужно, мы можем включить выносное табло и проводить свои такие соревнования небольшие, не покупая каких-то дополнительных программных продуктов. Ну, единственный список участников придется где-то вести отдельно в табличке, то есть здесь у нас имя, фамилии и статистики никаких нет. Для этого уже нужен дополнительный программный продукт. Это что касается создания собственных пользовательских лиг. Далее мы поговорим с вами про редактор дипломов. Это уже относится к профессиональному программному модулю Event Mode модуль. Это уже платная часть программы. Если вы не планируете его использовать, то можете уже это не смотреть. Так вот, редактор дипломов. Что это такое? Дело в том, что когда мы провели большое количество замеров, у нас есть результаты замеров участников, у нас есть статистика, и нам хотелось бы быстро эти результаты распечатать на дипломах, чтобы раздать участникам, и чтобы всю эту информацию не перепечатывать откуда-то там вордовские документы, а сделать это сразу из программы, сделать автоматически. Для этого у нас есть мастер создания дипломов, которые мы можем сами вот эти шаблоны потом использовать в программе. Значит, что он из себя представляет, этот шаблон? По сути, это документ, в котором указаны у нас различные области, в которые должна будет программа вносить данные замеров, данные статистики. Ну, начинаем мы с того, что мы добавляем фон. Вот, пожалуйста, добавили фон. Нажимаем на него, держим кнопочку Shift и крутим колесо мышки, чтобы сделать его нужного размера. Далее выбираем формат нашего листа, на котором мы будем печатать. А4, Letter или Custom, то есть пользовательский. Выбираем А4. Если мы будем печатать в альбомной ориентации, то нам нужно поставить вот эту вот галочку. Альбомная ориентация. Нажимаем на нее, вот, чтобы было понятно. Ну, оставим портретную ориентацию. Здесь у нас размеры. Здесь мы можем вручную добавить отступ, какой нам нужен для нашего фона. И обычно, если мы уже предварительно, допустим, где-то заказали в типографии макеты наших дипломов, мы можем их сюда подгрузить и посмотреть, куда нам лучше ставить данные и какого размера, какого шрифта должен быть текст. Для этого мы нажимаем вот кнопочку «плюс» и создаем новое поле с данными. Здесь мы с вами выбираем, какой это тип данных. Название организации, имя участника, результат участника, позиция участника при замере, наименование класса, наименование лиги, своя какая-то строчка с надписью, расширенный результат, это обычно замер там мощности, допустим, в гибридном режиме, имя судьи на этом этапе, позиция в турнирной таблице, если мы проводили замеры в турнирной таблице, результат в турнирной таблице замера и дополнительный результат турнирной таблицы, но опять же, если мы, допустим, делали замер в гибридном режиме, допустим, SPL и мощность. Хорошо, вот мы добавили ФИО, вот у нас имя участника. Мы здесь можем его размер указать, какой нам нужен. Можем, если мы поставим авто, то у нас будет размер подстраиваться автоматически под область, которую мы здесь выберем. Соответственно, здесь мы можем точно указать отступы и точные размеры в пикселях.
Далее мы можем выбрать шрифт, который нам нравится. Ну, сейчас Arial самый простой. Ну, вот Arial Black у нас такой жирный. Вот у нас имя участника. Дальше опять нажимаем плюс. Нажимаем на поле уже на само. Выбираем тип. Допустим, у нас позиция его будет. То есть позиция, какое место он занял на соревнованиях. Далее добавляем имя класса. Ставим имя класса. Добавляем результат. И все. И вот у нас, ну тут мы уже сами смотрим, какие нам нужны размеры, там, что у нас должно быть больше, что меньше. Вот. И мы здесь их располагаем, либо же мы каждый раз печатаем этот диплом целиком вместе с фоном. Тогда мы ставим вот здесь вот эту вот галочку «Печать фона». Либо, если у нас уже есть напечатанные бланки, мы будем печатать непосредственно без фона только сами вот эти данные замеров, данные участника, тогда мы эту галочку снимаем, и печать будет у нас сокращенная, и мы бы сюда, конечно, лучше загрузили макет нашего диплома, чтобы расположить все вот эти вот надписи в нужном порядке, в нужной позиции на нашем макете. После этого мы этот макет сохраняем. Можем даже выполнить печать его для пробы, допустим. В общем, сегодня мы поговорили вот про лиги и про печать дипломов, про макеты. С вами был Кирилл. Это SPL Lab. До новых встреч.